Всем привет! Сегодня я вам расскажу, как придумывать темы для материалов. Если вы хотите активнее вести свои соцсети, но совершенно не понимаете, о чем так часто писать в Instagram, то это видео для вас. Ну и, конечно же, если вы входите в круг моих любимых, прекрасных, чудесных журналистов и хотите давать активнее темы редактору, но не можете понять, откуда эти темы брать, то, пожалуйста, это видео тоже вам посвящаю. Итак, несколько лайфхаков, как же придумывать темы для своих материалов. Поехали! В этом видео будет больше упора на соцсети, но в любом случае я думаю, что это будет для вас полезно, поскольку я считаю, что журналисты должны уметь хорошо вести соцсети, ведь SMM это такая смежная история с журналистикой, ну и у журналиста должны быть интересные соцсети. Но об этом поговорим потом. Итак, первый и очень важный совет – это создать календарь событий. И вы, наверное, уже закатываете глаза, потому что думаете, что я говорю о каких-то церковных праздниках и о днях, которые вы не очень любите. Но нет. На самом деле в мире ежедневно отмечают много интересных событий. Есть дни борьбы за те или иные права, дни друзей, дни книги, дни поэзии, дни кино и так далее, и так далее, и так далее. Конечно, не нужно записывать все дни подряд. Пересмотрите список дат и запишите в своем календаре те дни, те даты, которые у вас отзываются, которые вам нравятся просто. Также не забывайте, что помимо вот этих очевидных дат есть еще дни рождения ваших любимых артистов, поэтов, журналистов, ведущих. Также есть дата, когда выпустили ту или иную книгу, фильм, когда впервые вышел, не знаю, журнал Vogue или New York Times, и еще миллион дат, которые могут быть вам интересны. Если вы интересно и вдумчиво поработаете с календарем, то остальные советы, возможно, вам и не понадобятся. Но поскольку мы хотим, чтобы наши социальные сети или наши истории были интересными и разнообразными, то слушаем дальше. Второй совет – чтение новостей. Читайте новости. Да, я знаю, что есть много людей, которым некомфортно ежедневно читать новости, поскольку они вызывают у вас стресс и раздражение. Но, когда я говорю читать новости, я не заставляю вас читать только какую-то политическую повестку, ведь есть масса новостей, каких-то новостей шоу-бизнеса, моды, спорта, которые, возможно, не вызывают у вас стресс. Новости науки, медицины и каких-то прочих моментов, которые, возможно, как раз будут вам очень интересны. Почему нужно читать новости и быть в новостной повестке? Поскольку это еще один повод для того, чтобы написать какой-то пост или материал. Если мы говорим о социальных сетях, есть миллионы примеров, когда кто-то высказывается по той или иной теме, по той или иной новости, и потом этот пост разносят все. Я думаю, вы тоже видели такие материалы. Поэтому читайте новости и высматривайте события, на которые вы бы могли отреагировать. Парламент собирается рассматривать закон о животных в цирках, и вы понимаете, что эта тема вам близка, вы неплохо в ней разбираетесь, либо знаете, как с этим обстоят дела за границей. Вот, пожалуйста, прекрасный вариант для поста. Или же вы видите, что появился какой-то нереально крутой клип, как помните, был This is America, который просто взорвал соцсети, и вы знаете, что о нем можно написать. Вы классный оператор, или вы крутой режиссер, или вы начинающий оператор. И ваша оценка тоже будет интересна вашим близким, поэтому не стесняйтесь. И вот эта новостная повестка, она может быть абсолютно разной, она может быть обо всем. От какой-то новой книги, какой-то писатель выпустил новую книгу, до новой песни, до закона. В общем, опять же, не стесняемся, ищем темы активно. Третий пункт связан со вторым, но я решила его выделить отдельно. Назовем его реакцией на что-то новое. Например, выходит новый фильм, новый альбом у какой-то известной группы, новая книга, новый клип. Реагируйте, напишите, понравился, не понравился вам этот клип, понравилась или не понравилась книга, что понравилось, что запомнилось, поделитесь своими впечатлениями. Следующий совет – делитесь воспоминаниями. Я уверена, что у каждого из вас есть сотни воспоминаний, которые при правильной подаче будет интересно читать. Вы можете поделиться опытом и рассказать о своих путешествиях, при этом тут есть миллион вариантов. Вы можете какие-то лайфхаки прописать, или же можете просто написать сочинение о том, как вы куда-то съездили, рассказать о своих впечатлениях. Можете вспомнить какие-то ситуации с вашими друзьями, какие-то ваши поездки, какие-то ваши приключения, ваше, не знаю, поступление в университет, как вы первый раз увидели свою лучшую подругу. В общем, не стесняйтесь делиться воспоминаниями.
Следующий совет – это давать советы по вашему профилю, по вашей специальности, либо если у вас есть какое-то интересное хобби, то и по этой истории тоже. Например, вы круто готовите, и вы заметили, что люди регулярно просят у вас рецепты. Пожалуйста, это супер вариант для того, чтобы написать об этом пост. Я уже не говорю о том, сколько там будет сохранений. Если вы классно рисуете, поете, пишете, давайте советы по вашему профилю. Еще один момент – это вопрос, особенно если мы говорим о социальных сетях. Спросите у своей аудитории, а что им было бы интересно от вас читать. Я уверена, что найдется много людей, которые вам напишут: слушай, мне нравится, как ты выставляешь вот эти видео, или когда ты пишешь о какой-то своей поездке, мне это очень интересно, и я всегда сохраняю, пиши побольше об этом. Я думаю, что ваши близкие, ваш даже маленький круг, ваша маленькая аудитория уже вам подскажет, что любят читать на вашей странице. Не ленитесь анализировать вашу статистику. Смотрите, какие посты лайкают чаще всего, в какое время на ваши публикации реагируют активно, какие фотографии нравятся вашей аудитории. Это важный момент. И последний мой микросовет – это не перегибайте с вот этим блогерством. Я вспоминаю, что одно время этого было так много, что каждый второй мой друг, на которого я была подписана, вел себя так, будто у него миллионная аудитория в Инстаграме. Это раздражает. Ну и, конечно же, убираем вот эти вот все штампы, где «Всем привет!», меня часто спрашивают, как, ну вот это вот все, вы понимаете, убираем. И вот эту кучу смайликов по каждому поводу тоже. Не раздражайте человека, который будет вас читать. Так, раз уж мы прошли теоретическую часть, немного поболтаем с вами, и я расскажу вам свое отношение к социальным сетям и к тому, как я их веду. Facebook меня раздражает, но поскольку я журналистка и медийщица, мне нужно его вести хоть как-то и пытаться быть активной там, поскольку все эти медийные связи как раз зарождаются в Фейсбуке. Хотя, как по мне, эта соцсеть довольно агрессивная и однообразная. Инстаграм я люблю больше, поскольку там у меня такая ламповая атмосфера. Лента состоит у меня из эстетики, которая мне близка, и это меня радует, успокаивает, вдохновляет. Для меня это очень важно. Ну и плюс я много путешествую, по крайней мере до карантина так было, и часто делюсь фотографиями с путешествий и какими-то своими впечатлениями и историями. Кроме того, так сложилось, что в моем окружении много фотографов, которые меня зовут на различные фотосессии, и вот эта роль модели, она мне близка, но только если речь идет о какой-то творческой съемке, некоммерческой. Конечно, мне это интересно, и я также много фото выкладываю там. Ну и еще одна соцсеть, о которой я хотела бы сказать, это, конечно же, TikTok, который мне безумно заходит, поскольку мои друзья видели, что я всю жизнь выкладываю какие-то видео с путешествий и под музыку, все это искала, монтировала все время отдельно. Понятно, что эти видео не для Инстаграма. И когда я увидела ТикТок и поняла, что вот я наконец-то нашла соцсеть, где я могу выбрасывать все свои бесконечные видео с путешествий, это вообще, конечно, была моя любовь. Ну и там я иногда рассказываю о чем-то, что связано с журналистикой, но больше разных путешествий. Так что TikTok мне очень полюбился, и мы с ним дружим. И всем советую тоже там быть. Раз уж мы обсудили мои соцсети, заходите в гости, буду рада вас видеть. Спасибо вам за вашу активность, я вижу ваши комментарии, ваши лайки. Очень круто, безумно вам благодарна, надеюсь, что это видео было для вас полезным. Пока-пока.